Всем привет! С вами подводный художник Ольга Белкина. И сегодня мы решили поехать на Пхипхи. 2 дня, 1 ночь. В период не пойми чего, не до локдауна. Тем не менее, абсолютно, говорят, пустой остров Пхипхи. Говорят, там вообще на 90% все пусто. Такого никогда никто никогда не видел, даже в самый низкий сезон. А сейчас погода замечательная, лучшее время для путешествий. Паромы сейчас ходят даже не каждый день. Сегодня идет спидбот. Чуть подороже, но зато быстрее, да, даже удобнее. Спидботы ходят 1 раз в день. И то, по-моему, вот наша компания 4 человека, по-моему, вот мы единственные сейчас на этот спидбот. И еще какой-то таец сидит, ждет. Вот мы прибыли, записались. И welcome на Пхипхи. Здесь совершенно пусто. Какие-то кафешки работают, но не все. Массажки какие-то работают. Мы здесь практически одни туристы. Макдональдс, Бургер Кинг и прочие элементы сетевой цивилизации просто закрыты. Нашли какой-то отель, вроде как 5 звезд, 70% скидков. Я так в букинге посмотрела невнимательно. Но я так понимаю, что на месте здесь можно прям договариваться на очень хорошие условия, потому что отели часть закрыты, а те, которые открыты, они готовы просто на любых условиях. А вот чуть дальше от пирса вообще все закрыто и вообще никого нет. Вон какие-то местные на великах ездят. Куча каких-то закрытых массажек и кафешек. Короче, я не знаю, мне кажется, он даже на 10% от обычной загрузки не заполнен. Ну вот мы приехали, заселились в отель. Первый же, который нашли, он, конечно, оказался не отелем 5, но по соотношению цена-качество для Пхипхи тоже очень достойный. С отелем я очень смешно ошиблась. Я по интернету смотрела какой-то другой отель. В итоге мы пришли сюда и как-то не глядя заселились. Ну, здесь совсем не лакшери сами номера, ну, такие, середнячок. Но вот этот вот классный 2-уровневый бассейн и вид, и территория, конечно, очень уютные, очень атмосферная. Вообще Пипи — это мусульманский остров. Здесь много кошек и нет собак. И еще здесь вот такая вот мечеть прямо у нас перед нашим отелем. Очень странно, конечно, я себя ощущаю в купальнике рядом с мечетью. Прикольно, что отель находится на пути к вьюпоинту. И туда мы попремся уже вечером. А сейчас мы планируем дотопать пешком через гору до пляжа, на котором вроде как должны быть акулы рифовые. Там вот есть точка, которая называется Shark Point какой-то местный. Посмотрим, видимо, это рифовые черноперки. Хотя, кто знает, что там за акулы. Надо проверить. На Shark Point ведет хорошая бетонированная дорога, но Google карты маршрут туда не строит. Поэтому находите на карте Long Beach, переключаетесь на вид спутник и четко видите эту дорогу. Ориентир — водохранилище посередине пути. Поначалу дорогу так конкретно в горку, но это неплохой фитнес, в общем, ничего реально сложного. Ну, мы шли даже, песни пели, танцевали по пути. Но если вам прям совсем лень ногами топать, то на каждом углу вам предложат лонгтейл до Shark Point. Цену за лонгтейл мы даже не узнавали. Ну, в общем, в горку немножко по нормальной асфальтированной дороге до вот этого классного отеля с аквапарком, который сейчас не работает, и до вот этого водохранилища полупустого. А дальше, похоже, уже дорога вниз идет, и прям прямая, нормальная, легкая дорога к пляжу. И сейчас пойдем ловить акул. Еще один потрясающий, хоть и заброшенный отель. Да, мы дошли. Первую акулу мы точно нашли. Сейчас пойдем плавать в поисках остальных. Ну что, акулы, да и вообще весь снорклинг здесь совершенно очаровательный. В общем, действительно стоит побывать. И лодочка сюда — это только очень для ленивых. Вот идет совершенно одинокий лонгтейл. Это сторона пирса. Здесь обычно такой жесткий трафик, и паромы здесь, и постоянные какие-то спидботы, и лонгтейлы катают туристов просто массово. А сейчас все это время, пока я сижу, вот первый только пошел, да и то он какой-то пустой. Я не знаю, по каким-то своим делам едет, явно не туристов катает.
И вода абсолютно совершенно чистейшая, прозрачная, даже здесь со стороны пирса. С другой стороны, там пляж, вообще вода кристально чистая. А вот еще одна картинка Пхи-Пхи без туризма. Лодочки уже вытащены сюда, куда-то вообще на гору. И явно это лодки не на ремонт, обычные, хорошие, которые катали туристов. Вот совершенно пустая дорога на смотровую. Даже 7-Eleven перед входом на смотровую закрыт. Везде стрелочки с указателями на viewpoint. Вот билеты 30 бат. Говорят, идти 5 минут. Но это 5 минут идти вверх по лестнице, поэтому... Ну, это для тех, кто хочет заняться фитнесом вечером. Но оно того стоит. Здесь есть кафешки и магазинчики, но лучше, конечно, затариться водой заранее. Потому что не факт, что они будут открыты. Прикольно, что это не просто какая-то лестница на горе на смотровую, а здесь все время вдоль лестницы какие-то дома. И в основном это какие-то отели. То есть кто-то каждый раз, желая пойти в свой отель, вот эту вот лестницу уже преодолевает. Здесь вот уже на всех языках написали, сколько стоит вход. Естественно, куда же здесь без котиков, да? Вы дошли до всей этой красоты и уже посмотрели отсюда сверху на вот этот прекрасный вид, то таки нет, это еще не конец дороги. И куда же тут без вездесущих обезьян? Правда, эта обезьяна какая-то странная. У нее 3,5 лапы, но она все равно может кинуться. Поэтому я ее немножко боюсь. О, она сама меня боится, похоже. Ну, впрочем, здесь уже не лестница, а вот такая вот живописная дорожка. Вполне себе приятная для прогулок. Этот цветок называется франджипани. И пахнет он изумительно. Потрясающий куст, весь облепленный бабочками. Я в жизни такого не видела. Вы посмотрите. Но вообще 30 бат за вход сюда, вот с учетом вот этих потрясающих красот, вот этого мини-сада, бонсая, что они здесь сделали, как облагородили, мне кажется, что это вполне адекватная цена. И здесь прям реально настолько все красиво и уютно. И у меня сейчас абсолютно смешанные чувства, потому что я здесь была несколько раз, и вот все эти камни просто были как... голубями засижены туристами, не было просто свободного места. А сейчас я сюда пришла, вот мы здесь практически первые, и за нами идет еще какая-то пара китайскоговорящих туристов, и все. Вообще такой нетипичный для Таиланда уголок, и особенно нетипичный для Пхи-Пхи, где, ну, в общем, не сажают особо цветы, где много мусора, на самом деле, накидано по обочинам, и люди не сильно стараются облагораживать территорию. И вот это просто такой островок, я не знаю, просто такого эстетического удовольствия, и даже не столько хочется смотреть на красивый вид со смотровой, сколько на сам вот этот волшебный садик. И вся дорога сюда была примерно такая же. Здесь еще есть кафешка, но, к сожалению, она не работает. Мне кажется, в ней тоже было бы очень приятно посидеть. Наверху можно спокойно наслаждаться закатом, потом по темноте легко спуститесь. Идем по совершенно пустым улицам. Здесь какие-то рестораны, массажки и все остальное просто совершенно темно. И мы реально единственные на улице из туристов. Весь вот этот тусовочный пляж, который обычно был заполнен какими-то вечеринками, пати, вот этими ведерками с алкоголем и просто постоянной тусовкой, он просто пустой. Здесь закрыто просто все. И пару тайцев здесь сидит почему-то на корточках, разговаривает по телефону вообще на всем пляже. Я никогда не видела этот пляж таким. А вот и пешеходная прогулочная улица Пхи-Пхи. Вот здесь прогуливается котик. Собственно, и все. Никаких традиционных тусовок и фаер-шоу. Просто ужин в совершенно пустом ресторане и, естественно, никаких ночных развлечений. Ну и завтрак на следующее утро, в общем, тоже народу не прибавилось, что логично, откуда им взяться. Разделилась наша компания, кто-то пошел на пляж, кто-то решил повторить восхождение на смотровую, но, кстати, это не советую, днем там просто очень жарко, это открытое пространство под прямыми лучами солнца на горе. А я решила просто погулять по острову, посмотреть на людей и на все вокруг. У местных жизнь абсолютно обычная, вон школа вполне себе функционирует.
По пути еще один какой-то пустой ресторан и отель, только один посетитель здесь. Или это персонал, судя по выражению лица? Что вы думаете о туристическом бизнесе в Таиланде? Ну, поговорите со мной, пожалуйста. Скажите мяу. Мяу. Вообще нет реакции. Вот, откормленная ресторанная элита. Спит, высунув язычок. Если вы любите котиков, то ради одного этого стоит приехать на Пхипхи. Интересно, что у всех тайских кошек вот такие вот как будто бы загнутые или поломанные короткие хвостики. И я даже слышала, что тайцы-садисты что-то делают с кошачьими хвостами. Но на самом деле это просто генетическая мутация, сильный ген, который очень активно распространился в Таиланде. Такое бывает и в других странах, но почему-то в Таиланде он прям вот прижился. И вот они все вот такие вот странненькие. Почему-то вот эта кошка, кстати, нормальная. Но у нее может быть где-нибудь на самом-самом кончике тоже поломанный хвостик. Вот я не могу найти, она хвостом машет. Надо было ставить не переплетенных марлинов, а памятник великой кошке. И всех приезжающих заставлять ему поклоняться. Кстати, почему здесь котики такие аккуратные? Им не приходится лазить по помойкам, добывая себе еду. Посмотрите, здесь вокруг все закрыто. Ну, просто вот на улице стоит поилка и кормежка для котиков. Но мартышки здесь по помойкам промышляют с большим удовольствием. Стоит заметить, что вообще как только вы уходите из какой-то туристической отельной части, то начинается помойка. Местные здесь не страдают большой чистоплотностью и аккуратностью и бросают все как попало. Так выглядит днем пляжно-тусовочная сторона острова Пипидон. И вы видите, я здесь на пляже реально единственный человек вообще. И вода настолько кристально чистая, прозрачная, это просто не описать. Я такую ее здесь не видела никогда. Вот привезли какую-то экскурсию, аж 2 спидбота тайских туристов. Для всего острова, похоже, праздник. На пирсе сегодня стоит несколько кораблей. Интересно, что вот один это паром с Пхукета, а один это, похоже, какой-то дайвбот. То есть все-таки каких-то туристов они выловили на острове, уж не знаю где. 3 раза записываемся в разных списках, нам дают наклеечку. И сейчас еще, наверное, будут температуру мерить. Спидбот опять полупустой. И мы возвращаемся на Пхукет. Это было великолепно. Если вы сейчас в Тае, то однозначно нужно сгонять на Пхипхи. Вы, наконец, сможете насладиться островом без толп пьяных туристов. Goodbye, Пхипхи! Если вы, в принципе, подумываете о длинном отпуске в Таиланде, но смущают все эти карантинные отели, то давайте сейчас обсудим вместе вообще, стоит ли оно того. Таким Таиланд вы еще никогда не видели. И не увидите, если все эти заморочки на въезде отменят. Ради этого, может, и стоит пробираться сюда, в Таиланд, не знаю, на оленях, на собаках, любыми способами, если есть такая возможность. А если нет, подписывайтесь на канал, смотрите мои видосы.